Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня я хочу предложить вам сделать альтернативу привычным новогодним веночкам – зимнее окошко. Эта идея зрела в моей голове уже года два, и наконец, когда я увидела фанерную оконную раму в фикс-прайсе, окончательный образ сложился. И я готова поделиться процессом создания со всеми желающими. Так что, если вам это интересно, оставайтесь со мной и давайте приступим к работе. Как я уже сказала, в фикс-прайсе я купила вот такую фанерную рамку для заметок или фотографий. Но такую заготовку спокойно можно вырезать из картона. Шаблон, кстати, я прикрепила под видео. Или сделать окошко, склеив вместе 4 фоторамки. Если у вас такая же заготовка, как и у меня, снимите все крепление, оно нам не понадобится. И покрываем раму белой акриловой краской в 2 или даже 3 слоя с промежуточной просушкой. Теперь нам нужно подобрать или сделать самостоятельно коробку, которая будет служить цветочным ящиком. У меня нашлась идеально подходящая для этих целей коробка из-под обуви. Ее размеры 29 на 9 см и высота тоже 9 см. Возможно, вы подберете коробку других размеров, но главное, чтобы окошко входило внутрь и его можно было бы там закрепить, то есть приклеить. Мне хотелось сделать ящик максимально похожим на деревянный, поэтому я решила задекорировать его медицинскими шпателями. Их можно купить в аптеке или заказать, например, на Озоне. Палочки от мороженого в данном случае не подойдут, так как они меньше по размеру. Мне понадобилось 27 шпателей, и все их я обрезала до 11 см в длину. И с помощью термопистолета оклеиваю палочками ящик. Оклеиваю я только лицевую сторону и боковины, а заднюю сторону не трогаю, так как ее не будет видно. Из картона я вырезала 3 прямоугольника и вклеила их внутрь ящика. Во-первых, это добавит жесткости всей конструкции, а во-вторых, так крепить декор внутрь ящика в дальнейшем будет удобнее. Только не забудьте сверху оставить место для крепления окошка, то есть не делайте распорки до самого верха. Конечно же, рама без стекла выглядит очень грустно, поэтому ее нужно застеклить. И это можно сделать прозрачным пластиком, например, от каких-то упаковок. Знаете, бывают такие прозрачные вставки на коробках с игрушками или с постельным бельем. А у меня были остатки прозрачной силиконовой скатерти, так называемое гибкое стекло. Кому интересно, ее я покупала в магазине Светофор и стоила она что-то в районе 300 рублей. За размер 80 см на 1,20 м. Моя скатерть была с рисунком, и, честно говоря, для зимнего окошка это даже лучше, чем просто прозрачный вариант. Стекла получаются как будто с наледью, с красивым морозным узором. Если у вас будет возможность, делайте остекление сразу под размер рамы. У меня такой возможности не было, и я стыковала 2 полосы. Это менее удобно. Клеила я все термопистолетом, и старайтесь клеить очень аккуратно, чтобы не было потеков клея с лицевой стороны. Когда окошко будет остеклено, вклеиваем его в цветочный ящик. Дополнительно я решила украсить цветочный ящичек вот такими фанерными вырубками. А то они у меня уже давным-давно лежали, и я не знала, куда их использовать. И вообще в этой работе я использовала много материалов, которые у меня пылились не один год. Шпатели, вырубки, снежная паста, но они чуть позже. Раскрашиваем цветочный ящик той же белой акриловой краской, что и окошко.
Дальше с помощью белого акрилового контура, прозрачного бисера и стеклянного гранулята я буду создавать льдинки и снежок на окне. Выдавливаю полосочку контура и тут же посыпаю ее бисером и гранулятом. После высыхания контура и бисера стеклянные шарики будут держаться очень крепко. Проделываю все то же самое с каждым стеклышком. Также можно добавить небольшие сугробы ближе к углам. Их я делаю снежной пастой, но если у вас ее нет, то можно смешать белую акриловую краску с манкой и шпатлевкой. Получится почти такой же результат. В идеале нужно было делать наоборот. Сначала наносить снежную пасту, а потом добавлять контур с бисером и шариками. Но я, как обычно, забыла про то, что у меня эта паста вообще есть. И удивляюсь, как она до сих пор окончательно не засохла. И, кстати, я подумываю отснять отдельное видео, как делать различные снежные и хрустальные пасты в домашних условиях, а также как имитировать лед и сосульки. Единственное, я не уверена, что я успею это сделать до Нового года. Скорее всего, это будет уже в январе. Поэтому напишите, пожалуйста, насколько вам это интересно и вообще нужно ли это делать. По желанию спонжем, золотой краской или краской цвета охра немного тонируем торцы окна. Слегка подчеркиваем структуру дерева и также очень аккуратно проходимся по всей поверхности ящика. Так окошко получится совсем немного состаренным, но, повторюсь, это по желанию. Можно оставить его и чисто белым. У меня были вот такие вырубки из фанеры в виде звезд, домика и ангела. И их я тоже решила использовать в работе. Ссылки на все материалы будут в описании под этим видео. Но также я добавлю и шаблоны, если вы захотите просто вырезать все фигурки из картона. Раскрашиваю все заготовки золотой акриловой краской. То есть я решила, что мой декор будет в золотых оттенках. Вы же можете выбрать любой подходящий вам цвет. Также у меня была гипсовая отливка птички, купленная в Симоленде, и по размеру она идеально подошла в эту работу. Грунтую птичку белым акриловым грунтом и с помощью акриловых красок превращаю птичку в синичку. Точнее, у меня получилась смесь синички и лазоревки, как я выяснила благодаря интернету. Но не будем придираться. Хорошо промазываем раскрашенную синичку с задней стороны полимерным клеем и сажаем ее на окошко. Оставляем окошко в лежачем состоянии, пока птичка не приклеится. Я оставила на ночь. Цветочный ящик мы будем заполнять еловыми веточками. Можно использовать готовые покупные, а можно разобрать на ветке елочку, купленную, например, в фикс-прайсе. Я буду использовать оба варианта. Сначала я вклеиваю в ящик покупные веточки, а потом дозаполняю пространство веточками от разобранной елки. Так как все веточки на проволочном каркасе, им легко можно придать нужный изгиб и форму. Вклеиваю домик, ангелочка
и звезды. И украшаю еловые веточки золотыми шарами разного размера и природным материалом, всевозможными шишками, желудями, веточками, покупными ягодками и прочим декором. Окошко каждый из вас, конечно же, оформит на свой вкус, но я вам все равно порекомендую выбрать какую-то конкретную цветовую гамму и придерживаться ее. Так декор будет смотреться стильно и дорого. Также мне захотелось украсить окошко сосульками, причем именно прозрачными, похожими на стекло. И я решила сделать их из пластиковой бутылки. У меня на канале уже был мастер-класс по похожим сосулькам, но там я делала их большего размера. Выбираем прозрачную пластиковую бутылку и разрезаем ее на вытянутые треугольнички, размером примерно в 2 раза больше нужного размера сосулек. Зажигаем свечу и, нагревая пластик над пламенем, аккуратно сворачиваем треугольник в сосульку. Пластик держите выше огня, чтобы сосулька не закоптилась и не загорелась. И помогайте себе пинцетом или узкогубцами, чтобы не обжечь пальцы. Приклеиваем сосульки на термоклей. Спонжем, белой акриловой краской немного заснеживаем весь декор. Так окошко будет смотреться более правдоподобно, ведь по задумке это уличная сторона, а за окном зимой идет снег. И в самую последнюю очередь я решила добавить гирлянду на окно с задней стороны. Гирлянду приклеиваю термоклеем, причем приклеиваю ее я именно к раме, а не к стеклу, иначе клей будет виден сквозь стекло. Но фонарики размещаю так, чтобы они светили в окошко и были бы видны. Если честно, я испытываю некую слабость и нежную любовь к горящим окнам. Гуляя вечером, мне нравится смотреть на окна, за которыми горит свет, и представлять, что там за стеклом, какие люди там живут, что они делают. И в такие моменты я понимаю, как огромен этот мир, как много в нем окон и как много в нем людей. И, смотря на свое окошко, когда в доме погашен свет, я испытываю то же самое чувство. Только мне кажется, что за этим окошком какой-то другой, сказочный мир. И там точно творится что-то волшебное. Ну что ж, я надеюсь, этот мастер-класс вам понравился, и вы нашли для себя что-то новое, полезное и интересное. И если это так, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться этим видео с друзьями. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем волшебного настроения и сказочных идей. До скорой встречи. Пока-пока.